Так, друзья, всем доброго времени. 8 дней назад мы вот из одной орхидеи на нашем канале разрезав пополам, получили вот такие вот два огрызка. Пенек с корнями, низ и с одним листочком, и макушка. 8 дней назад мы пересадили эти две части орхидеи. Макушку в горшок с дубовой корой и мхом сфагнумом. Вот такой вот у нас грунт. И оставили эту макушку вот до сегодняшнего дня, до очередной процедуры, до полива. Но сегодня будет, друзья, не просто полив, а сегодня будет такой своеобразный стимулирующий полив и своего рода, наверное, эксперимент, который мы будем применять вот на вот этих двух половинках одной орхидеи, стимулируя ее средством специальным для орхидей, строго по инструкции, и будем наблюдать, смотреть, какой у нас получится результат. Значит, какого я буду ждать результата? Ну, во-первых, скорейшего роста и цветения вот этой вот макушки, которую мы сюда пересадили. А от второй половины, от низа орхидеи, я жду скорейшего появления вот на этом пенечке деточки. Значит, что хочу напомнить. То, что в прошлом видео, 8 дней назад, мы эту орхидею, прежде чем разрезать ее пополам, мы ее обработали вот этим средством для орхидей, тоником для листьев, включающим витамины, янтарную кислоту. Это такой своеобразный антистресс, чтобы орхидея легко пережила стресс, полученный от разделения. Все-таки макушка потеряла, скажем так, корни, а корни потеряли макушку. И вот, чтобы орхидея пережила это, мы обработали вот этим вот средством. Дальше. Места срезов, что на пенечке вот этом оставшемся, что снизу на основании вот этой макушки, мы обработали корицей, настоящей корицей. Я все срезы при том, когда разделяю именно орхидеи, все срезы обрабатываю цейлонской корицей, настоящей, друзья, не кассией, а именно цейлонской, настоящей корицей. Покупал я ее на Вальдберрисе сразу, предвкушая вопросы, где купил. На Вальдберрисе, что-то в районе 300 рублей. 300 с чем-то. Так, следующий момент. Прежде чем приступить к первому поливу со стимуляцией, я хочу показать уже пережившую орхидею, подобную. У нас на канале мы не раз уже подобную процедуру разделения орхидей делали. И вот сегодня я хочу показать одну из недавних наших творений. Это вот такой вот биглип. Вот также макушка, а вот пенек оставшийся, но в нашем случае пенек у нас оставался с двумя листьями. Это мы разделение, по-моему, в прошлом году делали. Это желтый биглип. Значит, макушку мы пересадили вот в закрытую систему, вот в такую вот. Корней было мало. А вот сейчас орхидея активно наращивает в стимулирующей посадке корневую систему. И, можно так сказать, успешно это делает. В общем, в принципе, макушка прижилась. И можно эту макушку будет уже в ближайшее время в другую какую-то посадку, в более такую долгоиграющую, что ли, пересадить. Мы ее сажали в стимулирующую воздушную, в крупные куски коры, потому что у этой макушки было совсем немного воздушных корней. А вот с пеньком, у пенька было много корней, а листьев вот всего 2. И вот пенечек у нас выдал вот такую деточку, и деточка даже пытается зацвести. Это именно деточка цветет, друзья. Вот таким вот одним, ну, было 2 бутона, но перепады температур этой зимой отсушили один бутончик. Все-таки детка не вытягивает, но все равно вот один бутон будет. Посмотрим, что это за орхидея. Название я не помню. Я помню, что это только желтый биглип, который я купил как-то, по-моему, в магазине.
в сетевом он цвел, но он очень был слабый, без корней и, в общем, очень-очень в плохом состоянии. В плохом состоянии, что он у нас стал болеть, мы его выхаживали сперва. И вот после того, как он потерял корни после магазина, долго у нас приходил в себя, мы его реанимировали, нарастили немножечко корней, и вот подошло время, мы его разделили. Вот, из одной получили две. И вот и точно так же из одной мы разделили, получили две вот таких вот орхидеечки. Это, друзья, сложная такая орхидея гибрид Монго и с гибридом орхидеи Ловер и Нью Синдерелла. То есть очень интересная такая орхидеечка. Так, ну что, значит, чем я буду эту орхидею сегодня стимулировать, обрабатывать? Это вот этим вот средством. Вот этим средством, это те, кто постоянно смотрит канал, это было открытие уже, получается, позапрошлого года на нашем канале. Мы применили вот этот вот тоник обалденный, и орхидеи прекрасно откликнулись на него, прям буквально за пару недель выпустили цветоносы, зацветоносили, очень роскошное, шикарное было цветение у орхидей, всех тех орхидей, которые у нас были посажены в стекло. И, значит, вот этот тоник по инструкции я буду применять вот на вот этих вот двух половинках одной орхидеи. Значит, он у нас, что здесь, что обещает нам этот тоник? Он обещает, повышает энергию роста, как раз нам то, что нужно, улучшает внешний вид и продолжительность цветения. Но до цветения нам еще время есть, увеличивает число бутонов, но самое главное, в нашем случае он способствует развитию мощной корневой системы. Нам корневая система нужна вот для этой макушки. Укрепляет иммунитет, нам тоже это надо, снимает стресс от негативного воздействия среды, мы ее разделяли, нам нужно ее обработать от стресса в том числе. И повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям. Всегда, когда орхидея подвергается у нас каким-то механическим воздействием, в том числе чистки корней и пересадки, это тоже в том числе своего рода негативное воздействие. И, естественно, орхидею можно взбодрить, что мы, собственно, и будем делать. По инструкции, значит, у нас инструкция говорит, что нужно это средство применять 1-2 раза в 7-10 дней. То есть, другими словами, я буду опрыскивать наши вот эти две половинки одной орхидеи. Орхидеи Монго, я так ее назову, Монго по названию первому, да, орхидеи. Я буду просто каждый раз опрыскивать вот этим спреем перед поливом. Вот у нас сегодня полив, и вот сегодня мы совместим это все дело. А начиная со следующего раза, там через 10 дней, через 2 недели будет следующий полив, там, ну, по обстоятельствам, да, по состоянию. За день до полива я опрыскиваю эти две половинки. И будем наблюдать, что будет происходить. Отдельно, значит, заведу плейлист на канале в разделе плейлистов, который будет называться «Разделенная орхидея и спрей нравится орхидеям». То есть вот так я и назову, чтобы можно было его легко найти. И, значит, это будет уже второе видео. Первое видео, где мы разделяем. А здесь начало нашего с вами конкретного применения вот на этих двух орхидеечках. Ну что, погнали, друзья. Очередные эксперименты. Мне они так нравятся. Так, ну что, значит, первую орхидею поставлю. Сперва я их, друзья, на наш поднос. На наш поднос. Взболтаю. Значит, еще раз, для тех, кто не знает состав, я вам сейчас покажу состав этого. Ну, что в этом средстве, то есть, что из себя представляет. Так, где? Вот, друзья, смотрите, состав. Здесь у нас так же, как и в Боне Форте, янтарная кислота.
Но помимо янтарной кислоты, которая в том числе является таким своеобразным антистрессовым средством, здесь у нас еще лактат хитозана. Именно это средство, которое и вызывает такой, знаете, хороший бурный рост у орхидей. Фотосинтез запускает. Плюс здесь еще есть минеральные вещества, микроэлементы, да, азот, фосфор, калий и кислоты, гуминовые кислоты. То есть, в общем, полный состав необходимых микроэлементов. То есть вот такой вот тоник богатый тоник на вещества. Ну что, начнем сперва вот с этой нашей красотки. Производитель говорит, берем и опрыскиваем до полного смачивания листьев. Здесь в этом средстве уже есть биоприлипатель, поэтому очень хорошо ложится он такой своеобразной пленочкой. Так, ну и эту нашу красотку с одной стороны и с другой стороны. Здесь у нас еще корешки. Я бы, знаете, немножко добавил на корешки. Вот так вот. Вот. То есть корешки, смотрите, начали зеленеть. Это сразу говорит о том, что пошла туда руда. Вот, пошла руда. Так, знаете, здесь у нас в точку мох попал. Уберу его отсюда. Вот так вот. Так, ну это лишь только первая часть того, что мы делаем с этими орхидеями. Теперь, собственно говоря, сам полив. У меня была мысль, знаете, взять немножко вот этого средства, добавить в воду. У меня все равно, так сказать, вот этих вот тоников достаточно много. Вот чисто ради эксперимента мне бы хотелось, наверное, немножко добавить воды, в воду вот этого средства, что я, собственно, сейчас и сделаю. Я понимаю, что концентрация будет минимальная, но все равно. Мы с вами, кстати, неоднократно при отпаивании орхидей, перенесенных по почте, стресс недельный, многодневный, холодный, температуры, в темных вот этих коробочках, да, и засушенные маховые горшочки у орхидей, мы очень часто применяем вот этот вот тоник, когда отпаиваем воду, треть или четверть состава поливной воды добавляем вот этот вот тоник, и орхидеи очень хорошо откликаются. А вот сегодня я хочу немножко добавить в поливную воду вот сюда вот немножко вот этого нашего нравится орхидеям. Между прочим, я вам буквально вчера показывал обзор из Леруа Мерлена, где тоже средство Агрикола с хитозаном 300 с лишним рублей стоит. Вот это средство, оно почти в 2 раза дешевле. Ну, я возьму вот так вот, ливану, вот, лишь только для цвета. Вот такой вот он окрас. Вот. И мы сейчас польем этим раствором наши орхидеечки, в том числе, чтобы максимально получить эффект. Так, друзья, я еще ни разу до этого так не делал именно вот этот спрей. Значит, Боннефорте мы уже делали 100 раз. И я ручаюсь, что это нормально, когда мы добавляем вот это средство. А вот нравится орхидеям, я делаю это сегодня впервые, собственно. И в этом и заключается в том числе наш с вами эксперимент. Ну, без экспериментов, друзья, скучно жить. Значит, налью на 2 пальца сюда этого раствора, вот так вот, да, вот, на 2 пальца. Сейчас начнет впитывать тут мох, друзья, и потихонечку мох впитает эту воду, и буквально там за несколько часов вся эта вода распространится по всему объему
горшка. Это первый момент. А вот здесь у нас немножко по-другому. Здесь, так, наверное, мы так его окунем. Да, давайте так окунем. Вот, замочим его, нашу орхидею. Ну, прям под завязку. Вот так вот. Пускай поплавает. Так, ну, насколько я замочу? Ну, давайте так, на минут, наверное, 10 я замочу. Постоит вот это минут 10. И, собственно, здесь у нас тоже вот эта вторая часть орхидеи, нижняя часть, тоже минут 10 постоит. Сколько она впитает воды, столько и впитает. Этого будет достаточно. И здесь сколько впитает не сам мох, а дубовая кора. Ну, столько, я думаю, будет достаточно. Поливаться, значит, у нас так и будет. Эта орхидея вот так вот замачиванием. И эта орхидея тоже у нас вот вниз вот так вот методом подлива. То есть это мы делаем сейчас первый раз так. А следующие разы мы, наверное, будем просто опрыскивать и будем смотреть за реакцией. Так, что хочу сказать. Значит, еще часто задают вопрос по уходу за пеньками. Значит, друзья мои, хочу сказать, что те, кто давно смотрит наш канал, те знают, я уже 100-500 раз говорил, что никакой разницы ухода между макушкой и пеньком, по крайней мере у меня, нет. Кто-то говорит, нужно сокращать полив, нужно увеличивать еще, что-то делать то, все, 3/10. Нет, я ничего не делаю. Как есть общий режим ухода, и неважно, есть листья на пеньке, нету листьев на пеньке. Как поливаю в одном режиме, как поливаю, так и буду в дальнейшем поливать все разделенные части. И у нас, сами видите, все разделенные части на канале выпускают в 90% деток. То есть макушки приживаются и начинают жить, цвести. А низушки, пенечки, выпускают деток. И эти детки прекрасно растут, начинают цвести. Мы их отделяем, они приживаются, и все с ним хорошо. В общем, никакой разницы ухода у меня за пеньками и макушками орхидей нет. Все в одном режиме. Это вот, пользуясь случаем, я отвечаю на этот вопрос. Вот. Как ухаживаю, так и ухаживаю. Ну вот, собственно, и все. Сегодня вот такое вот у нас видео. Орхидеечка, макушечка у нас напитывается. Ух, уже тяжелая стала. И сразу, смотрите, вымывается, темнеет вода. Вымывается вот этот вот красящие вещества из дубовой коры. Коричневый, вот это чайный цвет. Вот, дубильные вещества. Вот. Ну, я не просто ее посадил в дубовую кору в надежде, что все-таки действительно вот эти вот дубильные вещества, они являются такими своеобразными антибактериальными, антигрибковыми компонентами, веществами, которые предотвращают возможное гниение и развитие каких-либо болячек в грунте с орхидеями. Так, ну, наверное, все. Слишком я аж прям чувствую по весу. Такой прям тяжелое уже. Опа. Все. Для первого полива, стимулирующего, более чем достаточно. Вот. Этой орхидеи, по крайней мере. Ну, все, что стечет сюда, я тоже потом солью. Вот так вот. А здесь я еще пока оставлю, потому что здесь мох подольше напитывается. Пускай побольше он впитает. Вот, да я так в этом стаканчике, кстати, так и оставлю. Все, друзья. Вот такое на сегодня видео. Завтра, наверное, или в следующем видео мы посмотрим результат, что там у нас с нашим биглипом, осенним ветром, который неожиданно у нас бактериоз подхватил и начал гнить. Посмотрим, что у нас там получилось. Получилось ли у нас ему остановить болячку его, либо нет. Так, еще чуть-чуть я сливаю. Вот так вот. Все. Теперь мы встретимся с этими орхидеями дней, наверное, через 10. Ну, на следующий полив.
так вот по большому. Вот видите, смотрите, пробирается влага, поднимается, и воды все меньше и меньше становится. Все, друзья, всем пока.